Эти куличи настолько красивые, что мне даже не хочется их как-то украшать. В этом ролике готовлю знаменитый крафин, но не простой, а с одной технологической хитростью, которая сделает тесто невероятно ароматным. Красивейший, наряднейший и, наверное, самый популярный пасхальный кулич в интернете – это крафин. И я чуть ли не единственная, кто приготовил его впервые только в этом году. За это я благодарна своим читателям и зрителям, именно вы попросили меня снять это видео. Если вы тоже еще ни разу не готовили, как и я, напишите об этом в комментариях, а если уже готовили, мне будет очень интересно, если вы приготовите и по моему рецепту, и затем напишите, как вам в сравнении. У моего крафина будет своя особенность. Приготовим мы его при помощи длительной ферментации. Я обожаю этот метод приготовления теста, и вот как раз им я пользуюсь уже долгие годы. Чем он мне особенно нравится? Ну, во-первых, это очень удобно с точки зрения организации своего времени. Кстати, удобные варианты по графику времени я распишу чуть дальше, сделаю специальный слайд для того, чтобы вы просто смогли посмотреть, выбрать тот вариант, который для вас максимально удобен, который вам максимально подходит, и его просто применить. И вторая причина, почему стоит приготовить крафин длительной ферментации, заключается в том, что тесто получается невероятно ароматным. Эту причину я ценю даже больше, чем оптимизация времени работы с этим тестом. Приготовьте хотя бы один раз одно тесто, выбродите его при комнатной температуре и выбродите его в холодильнике. Испеките даже самый простой хлеб, и вы реально ощутите, какая разница во вкусе. И крафин у нас получится просто божественный. Что ж, на этом преамбулу закончу. Меня зовут Галина Артеменко. Если с вами мы еще не знакомы, поехали готовить! Список всех ингредиентов к рецепту я закрепила в описании под роликом. Начинаю с приготовления опары, чтобы разогнать дрожжи. Тесто будет довольно тяжелое, сдобное, так что этот этап важен. В муку всыпаю дрожжи, у меня сухие, и перемешиваю до распределения. Добавляю ложку сахара из общего объема и вливаю чуть теплый йогурт. Перемешиваю до однородности. Если используете свежие дрожжи, их нужно будет растворить в йогурте и затем смешать с мукой. Я специально использую уменьшенное количество дрожжей, чтобы замедлить брожение теста, сделать ферментацию более медленной, благодаря чему тесто получится очень насыщенным и густым по аромату, а готовые крафины не будут крохкими и рыхлыми. Накрываю опару пищевой пленкой и оставляю на 25-30 минут. За это время опара станет вот такой вот пышной. Приступаю к замесу теста. Всыпаю в миску сахар, добавляю сахар с натуральной ванилью, очень нравится этот, в его составе частички натуральных стручков. Добавляю щедрую щепотку соли, сразу вливаю растопленное сливочное и растительное масло. Комбинация разных жиров – это очень классный прием. Вбиваю яйца и взбалтываю смесь до однородности. Добавляя жир в тесто сразу, я получаю на выходе однородные мелкие поры в готовых куличах. А вот для получения экстра пышного волокнистого мякиша жиры вносят в тесто во второй половине замеса, как я делала в рецепте с заварным куличом и в рецепте бриоши. Добавляю в яичную смесь опару и тщательно смешиваю. Всыпаю муку и грубо перемешиваю тесто. Замес я буду производить при помощи хлебопечи. Можно замесить также вручную или в комбайне. Отправляю тесто в чашу и выбираю такой режим замеса. 14 минут первый замес, 20 минут отдых и еще 14 минут второй замес. Сперва тесто будет грубое, мажущееся и липкое, но по мере замеса оно станет более гладким, упругим и не будет так прилипать. Подтягиваю замешанное тесто в шар, укладываю в миску, накрываю и отправляю на брожение. В начале ролика я говорила, что это тесто будет длительно ферментироваться, и сейчас я расскажу, какие варианты могут быть. Первый, самый простой, это проигнорировать длительное брожение в холодильнике и просто приготовить крафины по-обычному. Для этого замешанное тесто мы оставляем при комнатной температуре примерно на 2 часа до увеличения объема в 2,5-3 раза. Говорю примерно, так как у всех разные дрожжи, мука и температура в помещении. Второе – комбинированное брожение. Именно так выбраживала тесто я. Нужно отправить тесто в холодильник на 12 часов, затем достать из холодильника и оставить еще на 4-6 часов. Ориентироваться следует на внешний вид теста. Оно должно увеличиться в объеме в 2,5-3 раза. Третий вариант самый жирный. Тесто выбраживается полностью в холодильнике, и этот процесс длится 24-30 часов. Такая выпечка получится самой ароматной. Так, после замеса я отправила тесто в холодильник на ночь. Замесила я его в 7 вечера и достала в 7 утра. За это время оно не выросло очень сильно, но видно, что пузырьки в нем есть. Оно активное и при этом оно уже накопило ароматы. Достав тесто из холодильника, я оставила его на 6 часов. Оно медленно нагревалось и росло. И вот таким пышным и нежным оно стало.
Обминаю тесто и делю на 3 части. Подкатываю каждую в шар и пока накрываю. Подготавливаю начинку. Растапливаю сливочное масло и рублю шоколад. Приступаю к формовке. Раскатываю каждую часть в пласт толщиной 3-4 мм, припыляя тесто и стол мукой. Тесто нежнейшее. Щедро смазываю пласт теста растопленным сливочным маслом. Я смазываю именно растопленным, а не размягченным, так как такое тесто размягченным смазывать неудобно, а растопленным очень легко. Посыпаю пласт нарубленным шоколадом и сворачиваю пласт в рулет. Разрезаю рулет посередине, не дорезая немного до края. Формую крафин, сворачивая полоски улиткой. На видео прекрасно видно, как это делается. Отправляю заготовку в бумажную форму для куличей. У меня диаметр 11 см. Если хотите получить более узкий и высокий кулич, используйте форму 9 см. Формы с будущими крафинами отправляю на противень и накрываю пищевой пленкой. Оставляю для расстойки на 1,5 часа. Крафины расстоялись и видно, как они вспухли. В духовке они еще раздадутся и пойдут ввысь. Отправляю их выпекаться при температуре 180 градусов на 25-30 минут. Посмотрите, какая красота получилась. Давайте один раскроем и немного помучаем, чтобы рассмотреть текстуру. Кулич пронизан россыпью мелких пузырьков, он нежный и воздушный. Такая текстура получилась за счет того, что жиры в тесто я добавила сразу, еще до замеса. Сравните текстуру с тестом, в которое масло я вводила во второй половине замеса. По желанию готовые крафины можно отделать любой глазурью или просто присыпать сахарной пудрой, но я их оставила так, как есть. И вот так выглядит текстура кулича после полной стабилизации. Если мой вариант пасхального крафина вам понравился, ставьте палец вверх и оставляйте свои комментарии. Если вы уже когда-то пробовали метод холодной ферментации, будь это хлеб или сдоба, неважно, тоже оставляйте свои комментарии, делитесь впечатлениями, делитесь своим опытом, потому что я уверена, что если кто-то хоть раз этот метод опробовал, то он останется от него в восторге, потому что очень просто, а такой результат получается на выходе. Традиционно предлагаю подписаться на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. Также прогуляйтесь по моему каналу, рецептов уже очень много, вы обязательно найдете что-нибудь вкусненькое для себя. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».